18 января 2002 года. Париж просыпается под новости, которые быстро становятся главной темой французской прессы. Умер Анри Вернёй. Henri Verneuil s'est donc éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Le plus français des Arméniens aura consacré plus d'un... Для миллионов французов это имя давно стало символом большого кино. На церемонию прощания пришли политики, режиссеры, актеры. Среди них был и Ален Делон. Они дружили много десятилетий. Позже журналисты напишут, что в тот день Делон едва сдерживал эмоции. Он прощался не только с выдающимся режиссером, но и с человеком, которого искренне считал своим другом. Казалось бы, это история большого французского режиссера. Но если бы в тот день кто-то подошел к гробу и тихо произнес имя Ашот Малакян, многие присутствующие даже не поняли бы, о ком идет речь. А ведь именно так его звали при рождении. Пожалуй, в этом и заключается главный парадокс всей его жизни. Франция знала его как Анри Вернёя, армяне всего мира как Ашота Малакяна. И сам он никогда не пытался выбрать что-то одно. История этого человека начинается вовсе не в роскошных павильонах киностудий, а среди трагических событий, которые навсегда изменили судьбу армянского народа. В 1915 году в Османской империи началось массовое уничтожение армянского населения. Для миллионов людей это означало потерю всего – домов, родных, прошлой жизни. Отец будущего режиссера Арменак Малакян понимал – оставаться больше нельзя. Семья принимает тяжелейшее решение покинуть родные места и искать спасения. Именно в такой семье 15 октября 1920 года в городе Родосто на берегу Мраморного моря появляется на свет мальчик, которого называют Ашотом. Всего через несколько месяцев семья Малакян отправляется во Францию. Маленький Ашот не говорил по-французски. Он сошел на набережную Ля Жульет в Марселе вместе с родителями, Акопом и Арази и тысячами других армянских беженцев. Их новым домом становится армянский квартал на улице Паради. Здесь Ашот рос, уча 2 языка, ходил в армянскую церковь, держал свечи и пел шараканы комитаса. Позже он скажет слова, которые стали формулой его жизни. «С 5 лет я держал свечи в армянских церквях. А церковь – это не только вера. Это культура. И если я сын церкви, то, следовательно, и сын армянского народа». Отец Ашота Арменак брался за любую работу. Денег постоянно не хватало. Но в доме сохранялось главное – атмосфера, в которой дети никогда не забывали, кто они такие. Дома говорили по-армянски, пели армянские песни, отмечали праздники и готовили блюда, рецепты которых удалось сохранить после бегства. Сам Ашот потом признавался, что очень долго представлял Армению исключительно по рассказам родителей, как почти сказочную страну. В детстве кино для Ашота было роскошью. Семья жила скромно, и каждый заработанный франк уходил на еду. Но оказавшись в темном зале, он словно попадал в другой мир. Его поражала возможность рассказывать истории так, чтобы тысячи незнакомых людей одновременно смеялись или плакали. Школьные годы проходят во Франции. Ашот быстро осваивает язык. Учителя замечают редкое чувство слова. Он много читает. Позже Вернёй признается, что именно книги научили его понимать людей, объяснять, почему человек поступил именно так. Несмотря на тягу к литературе, он получает серьезное образование, оканчивает знаменитую школу искусств и ремесел и получает диплом инженера. Казалось, жизнь определена, но душа его уже принадлежала кино. Он выбирает журналистику. Работа репортера научила его главному. Самая интересная история – это не обязательно самое громкое. Судьба одного человека способна рассказать о целой эпохе больше, чем десятки политических речей. В 1945 году, когда молодой журналист написал статью о геноциде армян, редактор посоветовал ему взять французское имя. Это была неофициальная, но вполне реальная практика. Редакторы считали, что французскому читателю проще запомнить французскую фамилию. Так в жизни Ашота Малакяна появляется имя Анри Вернёй. Он никогда не пытался скрыть свое происхождение. Он не отказывался от фамилии Малакян. Он просто разделил 2 стороны своей жизни. Для кинематографа существовал Анри Вернёй, для семьи, друзей и армянской общины он навсегда оставался Ашотом. Карьера Вернёя началась с короткометражек. Но настоящий прорыв случился, когда он встретил Фернанделя. Великий комик, звезда французского кино, поверил в молодого армянского режиссера. Он согласился сниматься в его первом полнометражном фильме «Стол для заморышей». Затем последовали «Запретный плод» и «Баран с 5 ногами». Картина, которая принесла приз в Локарно и номинацию на «Оскар». Jeanne, Rambarde d'abord, non. Non, Rambarde après. Rambarde,
А потом настоящий триумф. Фильм «Корова и пленный» с Фернанделем собрал почти 9 миллионов зрителей. Вернёй стал мастером большого французского кино. Извините, я-то француз, а корова немецкая. Дойч корова. В 50-е годы во Франции набирала силу новая волна. Критики считали, что кино должно быть прежде всего искусством, а коммерческий успех автоматически означал художественную неудачу. Они с подозрением относились к Вернёю, упрекая его за слишком коммерческий характер. Но зрители голосовали не словами, а билетами. Он снимал кино так, чтобы оно захватывало с первых минут. Вернёй говорил на языке большого экрана, и публика отвечала ему любовью. За Вернёем закрепляется репутация режиссера, который умеет раскрывать актеров. С ним работали легенды: Жан Габен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Ив Монтан, Лино Вентура, Омар Шариф, Клаудио Кардинале. Позже многие кинокритики скажут, что именно благодаря Вернёю противостояния в кадре получались настолько убедительными. Он строил фильм так, чтобы каждый герой был необходим другому. Он не делил персонажей на абсолютно хороших и абсолютно плохих. Не пытался подчинить актеров своей воле. Он создавал условия, в которых они раскрывались сами. Пожалуй, самым ярким примером стала «Мелодия из подвала». Вернёй пригласил Жана Габена и стремительно набирающего популярность Алена Делона. Я не слишком резок. Я могу сказать слово в свою защиту? Это бессмысленно. Но я все же скажу. Первое, если ты знал, что я никуда не гожусь, зачем же ты мне сразу все выложил? Надо было раньше думать. Правда? Правда. На первый взгляд, классическое ограбление. Но в действительности это история столкновения двух поколений, двух мировоззрений. Картина имела оглушительный успех и была выдвинута на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Затем последовал «Сицилийский клан». Проект, где встретились сразу три суперзвезды – Габен, Делон и Лино Вентура. Казалось, собрать их вместе значит обречь проект на конфликты, но Вернёй снова сделал невозможное. А музыка Эннио Морриконе превратила фильм в международный хит. В середине 70-х Вернёй начинает работу над триллером «Страх над городом» с Жаном Полем Бельмондо. Бельмондо терпеть не мог дублеров. Для него это был принцип: если актер требует от зрителя верить, он обязан идти на тот же риск. Вернёй пытался спорить, но тщетно. Самая знаменитая сцена, погоня на крыше парижского метро, была выполнена Бельмондо почти полностью самостоятельно, без компьютерной графики и страховок. Поезд следует без остановок. Отойдите, пожалуйста, от края платформы. Позже Вернёй вспоминал, что во время этих съемок хотел лишь одного – чтобы все скорее закончилось. Не потому, что сцена получилась плохо, а потому, что слишком реально. Бельмондо же, закончив дубль, улыбнулся, будто только что вернулся с прогулки. Этот эпизод стал одной из визитных карточек французского кино. Фильм имел колоссальный успех. Критики вновь разделились, но публика уже сделала свой выбор. Вернёй снимал не ради рецензий, а для людей, которые покупают билеты. Но чем успешнее становилась карьера, тем чаще Вернёй возвращался мыслями к своему детству. В 1980 году он впервые посетил Армению. Он продолжал читать и писать по-армянски, участвовал в жизни армянской общины Франции. 7 декабря 1988 года произошло спитакское землетрясение. Огромная беда обрушилась на армянскую землю. Жизнь Армении разделилась на «до» и «после». Тысячи домов превратились в груды камней. Вернёй не мог остаться в стороне. Для него это была не просто трагедия другой страны. Он вспоминал рассказы родителей о том, как его семья потеряла родину. Шарль Азнавур инициировал создание песни «Для тебя, Армения». Более 90 французских звезд записали ее, а все средства ушли пострадавшим. Вернёй поддержал этот порыв. Он всегда сторонился политики, но в тот момент понял, настало время рассказать самую важную историю, которую он носил в себе почти 70 лет.
По совету друга, писателя Анри Труая, Вернёй написал книгу «Майрик» «Мамочка» по-армянски, а затем снял по ней 2 фильма. В главной роли Клауди Кардинале. Омар Шариф сыграл отца. Азад! Je me souviens de ce baiser. Вернёй не пытался снять фильм о геноциде. Он снимал фильм о семье, о матери, о ребенке. Он знал, можно назвать цифру в 1,5 миллиона погибших, но сознание плохо их воспринимает. Но если показать одну семью, одного мальчика, одну маму, зритель начнет переживать и поймет масштаб трагедии. «Майрик» и «Улица Паради 588» стали самыми личными фильмами Вернёя. Во время работы он не раз останавливал съемки. Сцены слишком сильно напоминали его собственное детство. Когда фильм вышел на экраны, люди разных национальностей писали ему: «Это история моей семьи». Вернёй снял картину обо всех людях, которым пришлось оставить родной дом. Анри Вернёй получил орден Почетного легиона, почетный Сезар за вклад в кинематограф и был избран членом Академии изящных искусств. Его называли Мидасом французского кино. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Более 90 миллионов зрителей во Франции посмотрели его фильмы, но для самого себя он оставался Ашотом Малакяном. Католикос всех армян Вазген I наградил его орденом святого Григория Просветителя. После смерти в 2002 году в Ереване ему посмертно вручили премию имени Параджанова. В Армении выпустили марку и монету с его портретом, а в Ереване есть улица Анри Вернёя. Он говорил о себе просто: «Я армянин до мозга костей. Но если есть больший француз, чем я, пусть первым бросит в меня камень». Он родился на берегу Мраморного моря, вырос в Марселе, стал легендой Парижа. Его фильмы – это мост между 2 мирами. Он доказал, что дом можно потерять, язык можно забыть, даже имя иногда приходится менять. Но если человек сохранил память о своих родителях и своих корнях, он всегда знает, кто он такой. Ашот Малакян, Анри Вернёй. Сын армянского народа, легенда французского кино, человек с 2 именами, который сумел стать своим для 2 великих культур. Понравился выпуск? Лучший способ помочь каналу – поддержать его по ссылке в описании. Это реально помогает нам делать новые ролики. Спасибо, что вы с нами.